Продолжаем нашу работу. Сегодня поговорим о создании криволинейных элементов. И все эти элементы находятся на вкладочке «Рисование». Это круг, дуга, эллипс и все с ними связаны. Ну, давайте начнем с круга. Круг. Чтобы построить круг, необходимо нажать здесь на пиктограммку или выбрать вариант, по которому будем строить круг. Вариантов, видите, здесь достаточно много. Но давайте посмотрим, как по этим вариантам работать. Первый выбираем центр, радиус. И давайте сразу списочек раскроем стрелочкой. Можно построить по 3 точкам, предлагается, по 2 точкам или как радиус. Но мы решили по радиусу. Значит, и дальше необходимо ввести значение радиуса. И смотрите, когда я указал центр и веду курсор дальше, то он уже мне показывает, какой круг получится. Я пишу радиус 20, Enter. Вот круг и построился, да, очень просто. И чаще всего этим и пользуются. Можно строить центр, диаметр. Я опять же по центру щелкаю и диаметр напишу тоже 20. И вот смотрите, круг построился. Дальше 2 точки. Опять же указываю первую точку диаметра, вторую точку диаметра. И сразу видите, подсказка нам показывает, как этот круг строится. Его очень удобно на чертеже строить, например, там, от одной линии до другой. Сразу мы видим, что какой круг туда впишется. Щелкаю, где окончание круга. Дальше третий вариант, 3 точки. Опять же щелкаю, 1 точка. 2 точка и 3. Видите, то же самое, круг строится, его удобно так, например, вписать в какой-то угол. Но есть варианты, которые позволяют автоматически вписать круг и сделать его касательным по 2 точкам или 3 точкам касания. Но прежде чем мы это будем делать, то давайте построим сначала какие-то отрезки, между которыми будем вписывать. Это 2 здесь, а здесь построим 3 отрезка. 3. И так, например, вот так. И возьмем первое, круг, 2 точки касания, радиус. Значит, необходимо первоначально указать точку на объекте, задающем первую касательную. Ну, то есть касательную указал. Потом указал точку на второй касательной. Указал. И дальше написать радиус. Ну, например, 17 миллиметров. И вот он вписался. Видите? Почему он тут вписался? Ну, потому что сюда в таким радиусом он не вписывается. Давайте мы меньшим радиусом впишем его. 2 точки касания. 1, 2 и радиус поставим 15 миллиметров. И видите, он красиво вписался здесь, вот этот отрезок. И этот отрезок является касательными к данному кругу. Ну, точно так же работает, не точно, а похоже. Заработает построение окружности к 3 точкам касания. Нажимаю 3 точки, показываю 1 точка, 2 точка, 3 точка. Вот он и построился. Радиус здесь я никакой не указываю, и здесь необходимости в этом нет. Он сам выбирается, радиус какой необходим. Дальше. Следующий элемент для построения — это начало, центр, угол. Ну и, кстати, обратите внимание, вот если я открываю, вы увидите, сколько много разных вариантов. Ну, даже, наверное, запомнить это трудно, да и не нужно. Но, смотрите, вот когда я подведу курсор к этой команде, 3 точки, подожду 1 секундочку, то откроется окошечко, которое показывает, как это надо делать, да. Видите, построение дуги по 3 точкам. И примерчик приведен. Ну, давайте щелкнем и построим дугу по 3 точкам. Вот она построилась. Дальше выберем другой вариант.
начало, центр, угол. Опять же посмотрим. Видите, точка 1 начало, центр и угол. Да? Выбираем начало, центр и, допустим, угол. Ну, вот мы его можем курсором ввести, а можем числом записать. Допустим, 115, Enter. Вот оно и получилось. Другой вариант. Начало, центр и длина. Длина здесь подразумевается хорды. Длина хорды подразумевается. Щелкаем. Начало, центр и длина. Допустим, 40 миллиметров. Вот, пожалуйста, она построилась, дуга. Ну и, наверное, дальше точно так же. Вот смотрите, следующий начало, конец, угол. Опять же щелкаем. Так, начало, конечная точка и угол. Вот тоже можем ввести, например, 60. И, пожалуйста, дуга построилась. Есть еще вариант такой. Вот начало, конец, направление. Начало, конец и направление показываем. Указываем направление, касательное для начальной точки дуги. Можно нажать Ctrl для того, чтобы это направление поменять. Сделали. Дальше. Начало, конец, радиус. Начало, конец и радиус. Его укажем. 35. Дуга построилась. Дальше. Начало, центр, начало, конец. То есть наоборот. Центр, начало и конец. Вот так и построили. Дальше. Здесь в чем разница? По центральной точке, начальной и внутреннему углу. Ну, это почти аналогично получается. Начало. И должны указать вот этот угол. Да, ну, допустим, такой. Дальше. Начало, центр, длина. Начало, центр. Нет, наоборот. Центр, начало, длина. Включаем центр, начало и длина, ну, допустим, 50 миллиметров. Вот, пожалуйста, построилась. Ну, еще один вариант. Продолжить. То есть, вот видите, мы щелкнули, и мы можем это продолжить дальше. Продолжили, и у нас получилась вот такая фигура. Еще раз продолжить. И мы можем вот так сделать, да? Ну, то есть нарисовать такую замысловатую фигуру. Вот такие варианты окружностей и дуг позволяют нам построить все, что нам угодно. Кроме окружностей и дуг, еще есть инструмент, который позволяет строить эллиптические дуги и эллипсы. Ну, для эллипсов есть тут два варианта. Первый — центр указать, и дальше указать точки первой оси и длины второй оси. То есть центр, точка первой оси и точка, вот смотрите, я щелкнул здесь. Это первая ось, да, а вот вторая ось. Вот я вторую ось построил. Дальше вариант ось и конец. Так, начальная, конечная точка и конец. То есть длина другой оси. И здесь можно построить эллиптическую дугу. Она строится получается нескольким точкам. Первые две точки указывают на местоположение и длину первой оси. Третье — расстояние между центром эллиптической дуги и конечной точкой второй оси. А четвертая и пятая определяют конечные углы. Ну, то есть одна точка, подсказка, вторая конечная, длина другой оси. Вот она.
начальный угол, ну вот он, и конечный угол, ну допустим вот он. И вот мы получили здесь еще одну такую дугу, эллиптическую дугу. Вот, собственно, все элементы, которые позволяют строить такие криволинейные различные объекты. Кроме этих объектов есть еще полилинии и некоторые другие, о которых мы поговорим чуть позже отдельно. А на сегодня это будет все.